Ну что, OnePlus 6. Бесконкурентный практически флагман китайской BBK. Один из лучших брендов на международном рынке, который хорошо себя показывает. Плюс доступная цена, максимальные характеристики. Именно так себя этот флагман и позиционирует. Но в любом флагманском смартфоне, даже в дорогом, можно найти недостатки. И OnePlus 6 не исключение. И не такой уж он и дешевый. Комплектация OnePlus 6 не отличается от того, что мы видели в 5T. Это по-прежнему красная коробка с надписью 6, внутри зарядное устройство мощностью 4 ампера, кабель, скрепка для извлечения сим-карты, силиконовый чехол такой же, как в 5T, хреновенький, надо сказать, и пленка стандартная тоже хреновая, наклеена криво. Всего в продаже 3 версии: матовый черный, белый с золотистыми вставками и глянцевый черный. В России OnePlus 6, к сожалению, не продается официально пока что, но его можно купить, например, в магазине thecase.ru. Именно там цены очень адекватный, в том числе на OnePlus 6. Итак, цвета. Вот для последнего чехол критически необходим. Отпечатки собираются на раз-два, а у нас как раз такой. Сегодня будем говорить про OnePlus 6 на Android 8.1, а также на Android P. Ах да, не забываем, есть еще специальная версия, посвященная третьей части Мстителей с узором на задней поверхности, и ее, как, впрочем, и белую версию, достать очень сложно. А теперь самое важное. Тут есть эта ужасная челка, которая перечеркивает все положительные эмоции, поэтому дальше исключительно субъективно, друзья. В ней, кстати, помимо камеры, динамика и датчиков, имеется еще LED-индикатор для уведомлений. Это хорошо. Кнопка переключения режимов переехала на правую сторону, но вот вопрос, нужна ли она? Как по мне, нет. Но зато очень симпатично выглядит переключение в системе. Облачка размещаются там, куда вы переместили качельку. Но тем не менее, в последнем обновлении Android P можно включить бесшумный режим с зажатием клавиш питания и громкости вверх, поэтому даже не знаю. Когда мы рассказывали про 5T, ждали, что в следующем поколении мини-джек уберут. Но, к большому счастью, этого не сделали. Он остался. В любом случае, аудио можно подключать не только по нему, но и по Type-C. А это означает, что рано или поздно с ним придется попрощаться. В любом случае, мини-джек — вещь полезная. Если вы хотите подключить по AUX в машине или в спортзале, или где еще любые колонки, то это незаменимая штука, поэтому есть смысл задуматься при покупке. Дисплей устройства увеличился до 6,28 дюймов, при этом габариты остались практически идентичные. 5T прикрыто все стеклом Gorilla Glass 5. Олеофобка не очень, честно говоря, а еще телефон стал толще. С 7,3 мм толщина увеличилась до 7,75. Экран занимает почти 84% передней поверхности, разрешение 2280 на 1080 пикселей, это 402 ppi, соотношение сторон 19 к 9. Выступ внизу стал меньше, но пока до уровня iPhone 10 далековато. Матрица оптика AMOLED, все как и прежде, цвета перенасыщенные, в настройках можно отрегулировать пространство, sRGB или DCI-P3 и задать температуру. Дисплей хороший, эффекта желе на нем нет. Корпус устройства металлический, а значит, здесь нет беспроводной зарядки. Да, она и не нужна, как считают производители, и это не только их мнение, но и пользователей, которых опросила компания. Но это не наше с вами мнение, ведь так? Кстати, те же пользователи были против выступающего элемента экрана, но почему-то на это мнение забили. Правда, челку можно убрать, в настройках есть специальный раздел для этого. Спасибо. Размер дисплея увеличили, беспроводную зарядку не добавили, и, внимание, корпус стал толще, зато объем аккумулятора остался неизменным, снова 3300 мАч. Странно, и крутой автономности можно не ждать, она чуть хуже, чем у 5T. Фирменная технология Dash Charge заряжает смартфон от 0 до 100% за 1 час и 20 минут. Если даже до обеда смартфон совсем разрядился, то за час зарядки вам должно его хватить до очередного пит-стопа. Даже если нет лишнего часа, показатели от проводной зарядки отличные. А вот почему опять не добавили нормальную защиту от влаги, не ясно. А то, что производитель называет Daily Water Resistance, не что иное, как защита от легких брызг, и не вздумайте опускать OnePlus 6 в аквариум. А еще опять не добавили стереодинамики, пусть один, довольно громкий он получился, в наушниках звук отличный, как и прежде. Bluetooth версии 5.0, поддержка aptX и aptX HD, есть NFC для бесконтактной оплаты, поддерживается 40 бендов, слот под сим-карты по-прежнему двойной, не гибридный. Работает из коробки смартфон на Android 8.1 с оболочкой Hydrogen OS 5.1, который уже пора обновлять до версии 5.1.6, в которой устранена проблема с низкой громкостью уведомлений и рингтона входящего вызова, добавлена опция отображения в строке состояния заряда аккумулятора в процентах, добавлен режим Always On, добавлена возможность установки таймера включения режима «Не беспокоить», решена проблема с автофокусом основной камеры и добавлен предпросмотр эффекта боке в основной камере.
Но самое главное, камера получила портретный режим. Она осталась такой же хорошей, как и была в прошлом поколении. 16 мегапикселей, сенсор Sony IMX371, есть поддержка HDR, плюс разблокировка по лицу, которая срабатывает за 0,4 секунды под углами, ночью. В общем, отлично работает, но если вас это все равно напрягает, можете воспользоваться сканером на задней стороне. Он срабатывает за 0,2 секунды. А еще есть вот такая штука. Face Unlock можно обмануть простой фотографией пользователя. Вот тебе и вся сущность OnePlus. Она скрывается в таких мелочах. А теперь про сканер. Он находится сзади, расположен, честно говоря, не очень удобно. Можно было поставить его чуть ниже, плюс сделать круглым. Такая форма, ну так себе. Камера тоже поменяла расположение. Два глазка теперь по центру. Изменились также и сенсоры. Основной 16-мегапиксельный IMX398 изменили на IMX519. Размер пикселя увеличился до 1,22 микрона. Матрица 1 к 2,6. Светосила на прежнем уровне 1,7. Второй глазок тот же, 20 мегапикселей. Есть оптическая стабилизация, но так и нет оптического зума. Да, кнопка X2 в камере не означает, что второй сенсор телевик. Это обычное увеличение софтом и смешивание кадров с двух сенсоров для лучшего качества, но в целом дико, конечно, звучит. Зато качество обычных снимков супер, но сравнивать ее с лидерами рынка глупо. Режим размытия плохо справляется с непортретами, в темное время суток стало четче, но такое. Видео можно снимать в разрешении 4К 60 кадров в секунду. Слово «мо» здесь странное, ни рыба, ни мясо, 480 кадров при разрешении 720p. Full HD только 240 FPS. Работает режим замедленной съемки не как у всех. Сначала пишите видео длиной до минуты, а уже потом выбираете, в каком месте сделать замедление. То есть кадров поменьше, но зато целая минута. Это справедливо, как мне кажется. Железо. Надпись на коробке OnePlus 6 гласит The Speed You Need, что в переводе с английского означает скорость, которая тебе нужна. И это как бы подразумевает отсутствие глюков и проблем с зависанием. В качестве процессора используется Snapdragon 845, оперативная память стандарта LPDDR4 и варианта снова 2, 6 или 8 гигабайт, встроенный 64, 128 или 256 стандарта UFS 2.1. В Antutu вся эта мощь выдает в среднем 290 тысяч баллов, Geekbench 2300 в одноядерном и 9000 в многоядерном тестировании. Хорошие цифры, большие. В играх все действительно бесподобно, нагрев корпуса минимальный, интерфейс работает тоже не хуже пикселя, как будто сами специалисты Google потрудились над тем, чтобы все летало. В общем, надпись про скорость себя оправдывает, работает реально классно. А теперь про Android P. Бетка для него есть. Ее можно поставить абсолютно спокойно, но делать этого ни в коем случае не надо. Почему? Потому что из нее вырезали вообще все, что есть в Android 9. Нет новой кнопки, нет многозадачности в горизонтальном режиме. Из Oxygen вырезали все фишки. Face Unlock нет, скрытия челки нет и вообще напоминает какой-то Android 7. Ждем вторую бетку, но уже закрадывается сомнение, что флагман не такой уж и флагманский. За исключением скорости. Вот скорость выше всех похвал. В продаже OnePlus 6 появился в конце мая. Стоимость 520-620 евро. Это в районе 50 тысяч рублей в максимальной комплектации и около 37 в минимальной. Да, такой прям убийца флагманов получился, правда, дороже, чем Pixel 2 и Galaxy S9. И теперь встает вопрос о сравнении OnePlus 6 с китайскими собратьями. 5T конкурировал с Mi Mix 2. Теперь OnePlus больше приблизился к Huawei и вроде бы как конкурирует с P20, но на самом деле это не так. Смартфон хороший, но не хватает ему какой-то изюминки, плюс вот эта челка действительно все портит. Раньше как это было? Соотношение хорошей цены и характеристик, уникальный дизайн. Теперь это просто обычный Oppo с челкой. Но с другой стороны, это действительно быстрый смартфон. Это один из лучших смартфонов на голом Android за такую цену даже. Но себе бы я его брать не стал. И тем более советовать. А теперь я зачитаю все это на камеру. Не забывайте подписываться, а еще загляните к ребятам в thecase.ru. Они одни из первых привозят всю самую новую технику, которая в России не продается. Вот на днях там скоро будет Mi Band 3, так что welcome. Welcome.